Доброе утро, меня зовут Титаренко Валентина, и сегодня я расскажу вам об открытии пиццерии в новой стране Додоист и почему же так долго. Додо Пицца – международная сеть пиццерий, которая на сегодняшний день радует своих клиентов уже в 11 странах мира. За 6 лет мы открыли пиццерии в России, Казахстане, Румынии, Эстонии, Литве, Узбекистане, Америке, Китае, Великобритании, Кыргызстане, Беларуси. Совсем скоро уже откроется первая пиццерия в Словении. Мы и дальше планируем развиваться как глобальная компания и рассказывать о нашем бренде во всем мире. Так что же сейчас нас тормозит? Проект по открытию пиццерии очень интересный, но достаточно сложный процесс, состоящий из множества задач для партнера, а также затрагивающий практически каждую команду управляющей компании. Одной из важнейших составляющих бизнеса Додо является информационная система Додоиз. На сегодняшний день она обеспечивает работу около 400 пиццерий. Адаптация Додоиз занимает значительную часть времени в проекте открытия пиццерии. Сейчас это примерно 3 месяца. 2 месяца, чтобы развернуть базовый функционал системы, базу данных, сайт, интерфейсы для работы с персоналом, трекинг, адаптировать дату, валюту, подключить эквайринг. И 1 месяц, чтобы сделать минимально необходимые доработки, связанные с законодательством страны. Налоги, интегрировать кассовое оборудование. Технические особенности системы не позволяют сейчас быстро сделать доработки. Требует много ручной работы. Когда было принято решение активно масштабировать бизнес в других странах, не было очевидного онора со стороны IT. Например, пиццерию в Британии мы адаптировали около полугода. Наблюдалось отсутствие налаженных процессов в части разработки, не было понимания по срокам задач. Например, некоторый разработанный функционал до сих пор доставляет боль. Например, в систему для одной пиццерии сейчас загружены десятки тысяч адресов, что влияет на скорость работы системы и в будущем окажет негативное влияние на открытие новой пиццерии. Также наблюдались проблемы с обработкой обращений от партнера. Обращения сыпались днем и ночью, в любое время, в праздники, в выходные, и это вызывало достаточно сильное подгорание у аналитика. Так как в ближайший год мы планируем активное развитие IT-команды, то аналитиков нужно любить, кормить и никому не отдавать. Первой страной после долгого перерыва для Додо и для меня стала Беларусь. Для меня проект выглядел примерно вот так. Как гласит кодекс Бусидо, когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Что же мы сделали? Беларусь очень похожа на Россию, и поэтому это была удобная страна для того, чтобы выявить проблемы и наладить процессы. Что же мы сделали? На основе уже существовавшего чек-листа по адаптации Додоиз мы еще раз проанализировали и разделили систему на блоки, в которых нужны изменения для новой страны. Мы подробно расписали каждый блок, что нужно сделать, какую информацию узнать у партнеров, что протестировать, какие команды привлечь. С учетом всего этого обновили чек-листы для партнеров, сделали их более подробными. Совместно с разработчиками обновили и написали инструкции, создали чек-листы, чтобы любая команда могла сделать задачу. Также мы создали чат в Slack для партнеров и сотрудников, участвующих в проекте, чтобы быстрее напрямую получать информацию от партнера. Раньше информацию в основном получали от бизнес-девелопера. Также в чатике мы сообщаем о задачах, которые сделаны или которые будут сделаны. Также мы стали приглашать партнеров на спринт-ревью. Это круто тем, что можно быстро получить обратную связь от партнеров, задать необходимые вопросы. И партнеры могут вживую пощупать продукт. Следующей страной стала Словения. Запуск в Словении был немного сложнее, потому что Словения значительно отличается от Беларуси, а также в Словении не было такой же сильной IT-команды, как в Беларуси, но запуск уже был легче.
Также в Словении мы решили сразу интегрировать кассовое оборудование, поскольку в Беларуси мы отложили эту задачу из-за сложностей с законодательством, из-за поставки оборудования и подбора подходящего оборудования, из-за праздников, и как итог получили дополнительную ручную работу для себя, негатив со стороны партнеров и одного уволившегося бухгалтера. На запуск в Беларуси мы потратили 2 месяца и 4,4 миллиона рублей, на запуск в Словении 2,5 месяца и 2,2 миллиона рублей, но уже интегрировали кассы. Но с учетом уже сделанных задач мы понимаем, что адаптация ДДИС для новой страны с такой скоростью нас не устраивает. В процессе открытия Беларуси и Словении мы создали бэклог из задач, которые значительно упростят открытие страны. Например, изменение валюты, адаптацию адреса, загрузку сырья и продуктов. И поэтому на этот год мы поставили себе амбициозную цель открытия страны за 1 месяц. So, let's do it! А сейчас Антон Дерягин расскажет о развитии нашей франшизы для потенциальных иностранных партнеров.